Уважаемые главы государств и делегаций, сердечно приветствую вас в Таджикистане. Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяют общие интересы и стремления к развитию сотрудничества. Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание Совета глав государств Содружества независимых государств объявляю открытым. Таджикистан в год своего председательства в Содружестве в тесном взаимодействии с государственными участниками и исполнительным комитетом продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей. Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание было уделено процессу совершенствования деятельности организации. Была продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции. Активно продвигались гуманитарные измерения. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Благодарю вас. Я, так же, как и другие коллеги, присоединяюсь к словам признательности Имамали Шариповичу Рахмону и всем нашим таджикистанским друзьям за организацию нашей работы. Это всегда требует определенных усилий. Мы видим, что наши таджикистанские хозяева сегодняшние сделали все для того, чтобы создать необходимые условия. Как не раз справедливо отмечалось, за более чем 3 десятилетия Содружество независимых государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения. И думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить такую площадку не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство, в известной степени сохранить. Это, на мой взгляд, очень важно для граждан наших государств. Даже не просто сохранить, а нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе, на новой базе, но тем не менее это имеет место быть. Что касается экономического взаимодействия, то товарооборот России со странами СНГ только в 2024 году, вот Касым-Жомарт Кемелевич говорил в отношении Казахстана, могу сказать в отношении России. Так вот, товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7% до 112 миллиардов долларов. Последовательно улучшается его структура, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Причем структура улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью. Вот я хочу это отметить, и просто это, что называется, медицинский факт. У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год. Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%. Это не значит, что мы отказываемся от использования других платежных инструментов и валют. Просто это повышает нашу независимость и суверенитет. Это вещь очевидная в современном мире особенно. Это позволяет вне зависимости от международной конъюнктуры расширять товарные обмены, осуществлять встречные инвестиции, развивать собственный рынок капитала. Я выслушал внимательное предложение и Александра Григорьевича по поводу углубления наших экономических связей в рамках СНГ. Но мы с вами хорошо знаем, как складывались здесь наши отношения на протяжении всех этих 30 лет. И не случайно возник Евразес, потому что в рамках СНГ не удавалось найти таких механизмов, которые бы были приемлемы для всех участников этого процесса. Поэтому выделилась группа стран, которые пошли на углубление торгово-экономических связей, и это Евразес. Да, и, конечно,
двери Евразес всегда открыты, мы с коллегами так или иначе разговариваем на этот счет. На мой взгляд, это выгодно, экономически выгоду дает, больше рынки открывает, как минимум, создает больше условий для кооперации, а в конечном счете это полезно. Вот это просто полезно, точно совершенно. Ну вот, правда, конъюнктура сегодняшнего дня сложилась особым образом, но вот у нас с Арменией. Сколько сейчас товарооборот выскочил? Товарооборот с Арменией сейчас какой? В этом году уже 4 миллиарда долларов. Сколько? 4 миллиарда. Нет, больше. В этом году. Да, В больше? прошлом году было примерно 9 миллиардов. Больше. В прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Ну, может быть, я очевидно, анализ очевидно. Это очевидно просто. Но не важно. Важно то, что в целом эти те инструменты, которые мы применяем внутри Евразеса, они дают возможность. Даже тогда, когда конъюнктура складывается как бы необычно, но этим можно воспользоваться для того, чтобы реализовать складывающиеся возможности. Но если, и мы с коллегами некоторыми ведем этот диалог, но если в рамках СНГ можно что-то сделать дополнительно, то я согласен с Александром Григорьевичем, почему нет, если все, кто захочет, внедрять какие-то дополнительные инструменты, механизмы, углубляющие наше взаимодействие. Ну почему нет? Надо к этому стремиться, потому что трудно не согласиться с тем, что экономическое взаимодействие лежит в основе решения всех других проблем. И, конечно, нужно помогать нашим предпринимательским структурам Содружества реализовывать крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Сейчас формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры север-юг, восток-запад. И я с интересом послушал тоже Касым-Жомарта Кемелевича по поводу планов и реализации этих планов в Казахстане. Конечно, Казахстан с такой огромной территорией, в центре находится Содружество, по сути дела. Это очень важные логистические возможности для всех практически наших государств. В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас, важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то. И не просто где-то, а не на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям. И у нас есть такие возможности, это 100%. Но нужно не просто быть независимыми, а определенные направления возглавлять. Это возможно, имея в виду наш интеллектуальный потенциал, который достался нам еще из Советского Союза и, слава Богу, активно развивается и в рамках сегодняшнего дня. Здесь важны инновации, цифровизация, комплексное рациональное использование природных ресурсов. Очевидно, с этим никто, конечно, не спорит. Важным направлением совместной работы государств Содружества является и борьба с терроризмом, с экстремизмом, и с коррупцией и так далее. И мы все делаем для того, чтобы наладить это взаимодействие по целому ряду направлений. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем те документы, которые сегодня принимаются. Это программа действия на антитеррористическом направлении, план совместных мероприятий по охране внешних границ, обновленная концепция военного сотрудничества, заявление о противодействии транснациональной преступности, о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, об укреплении энергетической безопасности. И, конечно, не могу не согласиться, вот Ильхам Гидайевич сказал об этом, о важности нашего взаимодействия на гуманитарном треке. И тоже коллеги упоминали о спортивных соревнованиях, вот и игры стран Содружества только что были проведены в Азербайджане. Это большая работа. Это большая работа, и, конечно, она заслуживает всяческого внимания со стороны всех наших государств и поддержки. В них участвовала и большая команда российских атлетов. В этом году мы все, коллеги уже практически об этом все сказали, широко отмечали 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить лидеров государств Содружества, приехавших в Москву 9 мая. Символично, что в день юбилея Победы по Красной площади плечом к плечу с российскими военными парадными
военными. Парадным маршем прошли подразделения национальных вооруженных сил стран СНГ, за что тоже хочу высказать вам особые слова благодарности. Считаем важным, что партнеры по содружеству подхватили и российское предложение учредить почетное звание «Город трудовой славы». Такое звание уже присвоено 19 городам в 7 государствах Содружества, чьи жители в свое время внесли особый вклад в общую победу над нацизмом. Мы координируем нашу работу и на внешнеполитическом треке, сверяем постоянные часы. Это важная работа с учетом таких событий, которые происходят на внешнем контуре. Весьма актуальным в этой связи считаем и вынесенное сегодня на одобрение Совета совместное заявление по случаю 80-летия создания ООН. Коллеги тоже об этом говорили. И так же, как и многие присутствующие, мы поддерживаем углубление контактов между Содружеством и Шанхайской организацией сотрудничества. На это нацелен подготовленный проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего евразийского региона. Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы СНГ+. Это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с нашей организацией другие государства и международные структуры. И, конечно, благодарна за поддержку кандидатуры Лебедева Сергея Николаевича на пост генерального секретаря ООН. Он всем хорошо известен и показал, по-моему, результатами своей работы, что достоин продолжить эту деятельность на данном посту. Хотел бы, конечно, также пожелать успехов нашим туркменистанским друзьям, которые в 2026 году примут на себя председательские функции в Содружестве. И мы уже неформально говорили об этом. Если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось в Петербурге, в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу. И я уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. Ну, у нас будет возможность еще так совсем узким кругом собраться, и я бы хотел вот именно в таком узком кругу вас подробнее проинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, на нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске. Спасибо.